Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена извержениями, ураганами, оползнями и наводнениями, и сегодня мы все это вам покажем. Курортный район Аланья в турецкой провинции Анталья подвергся удару стихии. В течение дня 7 декабря здесь продолжались интенсивные проливные дожди, которые привели к сильному наводнению и нарушению нормальной жизни города. Из-за обильных осадков многие улицы и подземные переходы оказались полностью затоплены водой. Уровень воды поднялся настолько, что в ряде мест было невозможно проехать на транспорте. В одном из затопленных тоннелей возникла критическая ситуация. Легковой автомобиль, в котором находились 8 человек, заглох и оказался заблокирован прибывающей водой. Людям понадобилась срочная помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные и экстренные службы оперативно провели операцию по эвакуации, успешно вызволив всех находившихся в салоне людей. Помимо транспортного коллапса, вызванного глубокими лужами, сильные дожди стали причиной подтопления некоторых коммерческих предприятий и зданий в районе. По последним данным, полученным от местных властей и служб спасения, в результате сильных проливных дождей и наводнения в Аланье никто из жителей или туристов серьезно не пострадал и не погиб. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В районе Сарыер в Стамбуле в результате сильных и продолжительных дождей произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Участок дорожного полотна обвалился, из-за чего пикап и небольшой грузовик упали прямо в протекающую поблизости реку. На месте происшествия работают спасательная команда и сотрудники экстренных служб. В настоящее время движение на разрушенном участке дороги полностью остановлено. Информация о возможных пострадавших или детальные обстоятельства падения транспортных средств в настоящее время уточняются. Местные власти призывают жителей избегать данный район. Крупнейший горнолыжный курорт Западной Сибири Шерегеш в Кемеровской области оказался захвачен стихией. Непрекращающийся несколько дней снежный шторм привел к транспортному коллапсу, оставив тысячи отдыхающих в снежном плену. Из-за аномально обильных осадков уровень сугробов местами достигает человеческого роста, полностью парализуя движение в поселке и на подъездах к нему. Дорожная техника не справляется с расчисткой инфраструктуры, снег заметает трассы быстрее, чем их успевают убирать. В результате на дорогах образовались многокилометровые пробки. Автомобили туристов вязнут в глубоком снегу, а попытки покинуть курорт только усложняют ситуацию. Кроме того, из-за непогоды и сильного ветра были остановлены все горнолыжные подъемники. Несмотря на экстренную ситуацию, часть туристов не теряет оптимизма и пытается продолжать активный отдых, наслаждаясь экстремальными условиями. По прогнозам синоптиков, сложная погода с сильным снегом и ветром сохранится в ближайшие сутки. Однако уже во вторник ожидается усиление мороза и прекращение метелей, что должно способствовать нормализации ситуации и расчистке транспортных артерий курорта. В воскресенье на Екатеринбург и Свердловскую область обрушился мощный снегопад с метелью, о котором ранее экстренно предупреждало региональное управление МЧС. Непогода привела к резкому ухудшению дорожной обстановки как в самом городе, так и на междугородних трассах. Дорожные службы Екатеринбурга были переведены на усиленный режим работы. С самого утра сотни рабочих и единиц спецтехники вышли на улицы города для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами. Особенно сложная ситуация сложилась за пределами города. На Серовском тракте бушевала сильная метель, значительно снизившая видимость. Непогода уже спровоцировала ряд инцидентов. Так, на трассе Пермь-Екатеринбург в условиях снегопада перевернулась фура, что привело к многокилометровой пробке и временному перекрытию движения на 275-м километре дороги. Кроме того, из-за сложных метеоусловий некоторые самолеты, направлявшиеся в аэропорт Кольцово, были вынуждены уйти на запасные аэродромы, в частности в Челябинск. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от дальних поездок. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе.
Трагедия произошла ночью в популярном ночном клубе Birch by Romeo Lane, расположенном в курортной деревне Арпора в индийском штате Гоа. По предварительным данным полиции, возгорание началось на первом этаже заведения. Огонь быстро распространился по всему клубу. Большинство жертв оказались заблокированы в подвальном помещении, где отсутствовали аварийные выходы и вентиляция. Люди задохнулись от едкого дыма и не смогли выбраться наружу. Погибло 25 человек, включая 4 туристов и 14 сотрудников клуба. Точная причина возгорания устанавливается. Очевидцы и некоторые источники предполагают, что пожар мог быть вызван использованием фейерверков внутри помещения. Власти штата выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией и оказывают пострадавшим всю возможную помощь. Полиция незамедлительно возбудила уголовные дела в отношении владельца и генерального директора ночного клуба. Вскоре после инцидента они были арестованы по обвинению в халатности и нарушении правил пожарной безопасности, которые привели к гибели людей. Предстоящая рабочая неделя на Земле начнется магнитными бурями. В понедельник их вероятность составляет около 55%, но интенсивность не превысит уровень слабой бури G1, да и продолжительность ожидается небольшой. А вот во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидаются магнитные бури уровня G2, G3, от средних до сильных. Их причиной станет приход к Земле выброса плазмы после вспышки класса М8,1, максимум которой пришелся на 23 часа 39 минут по московскому времени в минувшую субботу. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Расчеты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Мощное наводнение охватило вчера обширные территории в Индонезии, в регионе Западная Суматра и особенно в районе Малалак, округа Агам. Проливные дожди вызвали не только наводнение, но и смертоносные оползни, которые обрушились на жилые районы. В результате стихии многие деревни оказались затоплены, а такие районы, как Малалак и Лембах-Анай, оказались полностью отрезанными от внешнего мира из-за разрушения дорог и мостов. Спасательные операции продолжаются в усиленном режиме, однако разрушенные дороги и постоянные перебои со связью и электричеством серьезно осложняют работу экстренных служб. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. В пострадавших районах наблюдается острая нехватка чистой воды, продовольствия и топлива. По последним данным, полученным от Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, общее число погибших в результате стихии на Суматре превысило 900 человек, многие числятся пропавшими без вести. Только в провинции Западная Суматра зафиксировано 210 смертельных случаев, при этом наибольшее количество жертв пришлось на округ Агам, где находится Малалак. Около 214 человек в регионе все еще считаются пропавшими без вести. Предварительное расследование указывает на то, что масштабы трагедии могли быть усилены не только экстремальными погодными условиями, но и экологическими проблемами, связанными с незаконной вырубкой лесов и деятельностью горнодобывающих компаний, которые сделали почву менее устойчивой к осадкам. Власти Индонезии уже начали расследование, чтобы выяснить, насколько сильно незаконная добыча полезных ископаемых могла повлиять на масштабы этого бедствия. Необычный инцидент произошел на одной из автодорог во Флориде. Движение транспорта оказалось полностью заблокировано из-за огромного аллигатора, выползшего на проезжую часть. Рептилия, достигающая более 4 метров в длину и весящая по оценкам около 300 килограммов, вальяжно расположилась посреди шоссе, устроив невольный затор. Для того, чтобы убрать массивное животное с дороги, потребовались слаженные усилия целой команды. На место происшествия прибыли опытный охотник на аллигаторов и сразу 7 помощников шерифа. Совместными усилиями спасателям удалось обездвижить аллигатора и погрузить в кузов пикапа. После этого движение на трассе было успешно восстановлено. Подобные случаи, когда дикие животные выходят на оживленные дороги, не являются редкостью для Флориды, где обитает более миллиона аллигаторов. Однако этот экземпляр поразил своими размерами даже бывалых местных жителей.
Сильные проливные дожди, обрушившиеся на выходных на южные районы Иордании, привели к масштабным и внезапным наводнениям. Наиболее острая ситуация сложилась в провинции Маан, где расположен знаменитый археологический комплекс Петра. В связи с резким повышением уровня воды и угрозой безопасности, власти Иордании были вынуждены экстренно закрыть все ведущие дороги и организовать немедленную эвакуацию туристов из древнего города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По различным данным, из опасной зоны было эвакуировано от 1800 до 3500-4000 посетителей. Туроператоры временно прекратили продажу билетов на экскурсии в этот регион. Метеорологический департамент Иордании зафиксировал экстремальное количество осадков. В частности, в провинции Маан всего за 12 часов выпало до 22,7 мм осадков, что является значительным показателем для пустынного региона и вызвало мощные потоки воды в обычно сухих ущельях и долинах. Поступают сообщения о переполнении плотины Аль-Вахиди в Маане. Оперативные действия экстренных служб позволили избежать человеческих жертв. Власти предупреждают об опасности внезапных наводнений и призывают местных жителей и туристов держаться подальше от русел рек и затопленных территорий. Северо-западный регион Саудовской Аравии Табук оказался во власти мощного погодного катаклизма. Сильнейшие ливни, сопровождавшиеся грозами, молниями и штормовым ветром, привели к масштабным наводнениям и разрушениям, а также парализовали движение в регионе. В субботу основной удар стихии пришелся на прибрежные районы Дуба, Хакаль и Макна, где осадки сопровождались выпадением крупного града. В некоторых западных районах, включая Аль-Шарф и Дубу, размер отдельных градин достигал величины куриного яйца. Это привело к серьезным повреждениям автомобилей, теплиц, финиковых пальм и сельскохозяйственных посадок. Интенсивность осадков была исключительной для этого засушливого региона. В отдельных местах всего за несколько часов выпало от 40 до 60 мм, что стало одним из самых высоких показателей для декабря за последние 5 лет. Национальный центр метеорологии и службы гражданской обороны немедленно объявили красный уровень опасности, призвав жителей избегать поездок и держаться подальше от водоемов. В воскресенье ситуация усугубилась. По долинам Вади-Марх, Вади-Ас-Сайх и Вади-Ан-Нахира пошли мощные селевые потоки. Трасса Табук-Дуба оказалась местами под водой. После того, как в бурном потоке застрял пассажирский автобус, дорога, ведущая к горе Аль-Лаус, была временно закрыта. Все пассажиры были успешно эвакуированы спасателями. Около 400 человек, проживающих в низинных районах Дубы и Хакля, были вынуждены временно покинуть свои дома. Днем и вечером пятницы город Карлос-Касарес в аргентинской провинции Буэнос-Айрес подвергся удару мощного шторма, который сопровождался сильными порывами ветра и ливнем. Национальная метеослужба объявила сначала желтый уровень опасности, который вскоре был повышен до оранжевого для нескольких городов центра и юга провинции. Шторм оставил после себя многочисленные повреждения инфраструктуры. По всему городу зафиксированы падение деревьев, срыв крыш со зданий, повреждение линий электропередач и блокировка улиц упавшими деревьями и конструкциями. В результате разгула стихии многие жители столкнулись с временными отключениями электроэнергии. Одними из наиболее пострадавших объектов стали муниципальная больница и местный дом престарелых. Службы гражданской обороны, городская гвардия и местные жители активно участвуют в ликвидации последствий, расчистке завалов и оказании помощи пострадавшим районам. Вулкан Пурасси в Колумбии продолжает свою повышенную активность. Всего за один день было зарегистрировано 6 отдельных выбросов пепла. В некоторых случаях колонна пепла достигла 5500 метров над уровнем моря. И хотя эти показатели ниже, чем некоторые пиковые показатели, зафиксированные ранее в начале декабря, активность остается интенсивной и нестабильной. В связи с продолжающимся извержением и повышенной сейсмической активностью, которая наблюдается с конца ноября, для вулкана поддерживается оранжевый уровень опасности.
Существует вероятность извержения в ближайшие дни или недели. Власти и службы гражданской обороны рекомендуют избегать приближения к вулкану, который является популярным местом для пеших прогулок, и следовать всем местным инструкциям по безопасности. Ранним утром субботы жители города Гэньхэ, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, стали свидетелями редкого атмосферного оптического явления, так называемых световых столбов. Причиной возникновения этого феномена стала экстремально низкая температура воздуха. Световые столбы появляются, когда свет отражается от поверхностей или торцов крошечных плоских кристаллов льда, взвешенных в приземном слое атмосферы. Ледяные кристаллы парят в воздухе у самой Земли, действуя как миллионы крошечных зеркал. Чем холоднее погода, тем ярче и выраженнее становится это оптическое явление. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.